Всем привет, народ, с вами Олег Пазл. Сегодня я хочу рассказать об одной очень печальной истории, которая происходит прямо сейчас. Сегодня судят девушку за то, что она размещает картинки на своей странице. Это как бы просто ни в какие ворота, и я решил об этом поговорить. Более подробно вы могли видеть наверняка на других каналах эту тему. Я не буду вникать в какие-либо подробности, но мне кажется, что я именно должен это обсуждать, потому что недавно с моим каналом и с играми, с Роскомнадзором были некие проблемы, и это тоже касалось интернета. И данная тема тоже касается интернета и нашей свободы в интернете. Вся эта ситуация частично касается меня. Как вы помните, не так давно я рассказывал о Роскомнадзоре и о том, что блокируют игры и так далее. А дело в том, что это уже не шутки, это не пустые заявления, это не какие-то яркие новости в интернете, это самые настоящие действия. Действия против живых людей. Как вы знаете, прямо сейчас судят девушку, и помимо этого еще судили парня, которому и не исполнилось 18 лет, когда он выложил тот мем на свою страницу. А судили его уже спустя несколько лет. Вот представьте, насколько эта ситуация абсурдна. Чуваку, может быть, было 15 или 16, он выкладывал какие-то картинки, даже не выкладывал, а просто сохранял себе в альбом страницы ВКонтакте. Он давно забыл, может быть, про эту страницу, у него уже там 2 новых, он уже этим не занимается, и тут к нему стучат, приносят распечатки с этими мемами, которые у него лежали на странице, и к этим распечаткам есть огромные пояснения на юридическом языке, где пытаются доказать в том, что он действительно сделал что-то страшное, что он действительно экстремист и террорист. А я напомню, что когда тебя обвиняют такими громкими словами, то тебе блокируют счета, тебе не дают выехать никуда, ты не можешь передвигаться, ты не можешь устроиться на работу, ты не можешь нормально учиться. Ну, по сути, тебе закрывают абсолютно все выходы. Но опять же, как это можно делать за картинку, которая лежит в общем доступе, по сути, да, но на твоей личной странице, которая никого не трогает, там страница у него там 3 человека в друзьях, и она каким-то образом повлияла на чувства верующих. И я понимаю, что можно оскорбиться, и я не поддерживаю какие-то там приколы, издевательства, мне, в принципе, я этим не занимаюсь сам. Но в то же время я понимаю, что вот эта картинка, она не несет такой большой опасности, понимаете? И, скорее всего, вот эти вот службы, которые этим занимаются, которые прямо сейчас, возможно, смотрят этот канал, а мне кажется, что они смотрят, они пытаются найти материал для того, чтобы просто вас притянуть к этому делу, чтобы сделать какой-то план, или, может быть, больше, раскрыть преступлений. Но можно ли назвать это преступлением? Можно ли назвать картинку, просто шуточный мем, экстремизмом, а тем более уж терроризмом? По-моему, это абсурдно. И проблема здесь в том, что люди получают реальные сроки за какие-то абсолютно просто нереальные дела, притянутые за уши просто для того, чтобы эти вот спецслужбы, не знаю, какие-то полицейские выправляли свою статистику и делали решение вот этих вот проблем, решение преступлений чуть более успешным. Хотя это не преступление, это просто дети, которые что-то себе размещали на странице. Вы спросите, Пазл, почему ты вообще затронул эту тему? И мне не хотелось на самом деле об этом рассказывать, но мне сейчас эта тема очень близка, потому что со мной сейчас происходит некая подобная ситуация. Может быть, вы помните, в недавних роликах на заднем плане вы могли видеть уютную белую квартирку, которую я создавал в течение года как студию. То есть, чтобы было уютно, чтобы был хороший звук, чтобы у меня был огромный стол, на котором стояли 2 монитора, стояла консоль, стоял ПК, чтобы я мог свободно записывать. Сейчас произошли очень неприятные ситуации. А именно, некие люди поинтересовались, что это за ролики на моем канале. Я не знаю, кто это был, я не знаю, зачем им это интересно, но для меня это нонсенс, потому что меня это коснулось, но я не хочу пока что оглашать на широкую публику, но прямо сейчас я вынужден был уехать с той самой квартиры, которую я обустраивал год, и она больше не моя, скажем так. Но что меня печалит больше всего, то что даже и до моих родителей смогли докопаться. Ну, то есть, представьте мое состояние, когда я просто игровой блогер, который делает на 800 тысяч подписчиков контент, высказался о том, что здесь у нас в России каким-то образом зачем-то блокируют игры, ограничивают интернет, не дают мне заниматься моей деятельностью, ютубом, и даже вот эти высказывания каким-то образом все-таки меня коснулись, что я должен был задуматься о своей безопасности. И что самое прискорбное, что даже о безопасности родных и близких. Надеюсь, вся эта тема не будет развиваться, потому что мне и так сейчас очень неудобно, я работаю в каких-то совершенно таких вот непривычных условиях. Вы могли слышать, что в последнее время в некоторых роликах проскакивает плохой звук, где-то, может быть, качество страдает. Поверьте, это все потому, что я вынужден работать на коленке из-за тех самых роликов. И если это даже частично коснулось меня и повлияло на мой комфорт жизни, а что уж говорить о тех людях, которые выкладывали картинку и к ним просто пришли, забрали всю технику, это же ужас, понимаете, это же совершенно неправильно. Поэтому я полностью поддерживаю других ютуберов, которые призвали, кстати, делать ролики обо всей этой ситуации. Все-таки интернет — это та зона свободы, которая нам досталась. Ну, то есть, понимаете, мы создавали интернет, мы делаем там контент.
И когда он не противоречит каким-то реальным угрозам, да, в таких случаях за него нельзя судить людей. А тем более давать реальные сроки, а тем более молодым людям, которые, может быть, 16 лет разместили эту картинку, а 18 полностью сформировались и решили, что они были неправы, а тут их притягивают и говорят: вот 2 года назад ты разместил вот этот вот мемчик, садись. И самое страшное, что ломают жизнь молодым людям, у которых еще все впереди, у которых еще куча перспектив. Даже если рассуждать с позиции государства, то они могут еще принести много пользы самой стране. Почти во всех делах за картинки в соцсетях фигурируют российские соцсети. Поэтому пока такая канитель происходит, будьте осторожны. А лучше пользуйтесь заграничными соцсетями. Это мы с вами понимаем, что в мемасиках нет ничего плохого, но они нет. Как только запахнет жареным, ВК и другие соцсети выдадут номер телефона, который привязан к вашей учетной записи правоохранительным органам. Ну а дальше уже дело техники. Желаю удачи и наилучшего исхода всем героям нашего выпуска. Остальные не молчите. Чем больше такие дела придаются огласке, тем больше шансов того, что люди отделаются наилегчайшим вариантом. Смоделируйте ситуацию. Вы листаете новости ВКонтакте, вам понравился какой-то мемчик, вы его лайкаете, а потом на вас заводят уголовное дело. Да вот только все сегодня настолько плачевно, что это даже представлять не надо. 8 мая 2018 года в дом к этой девушке ворвались 3 опера, следователи, 2 понятых. И нет, она не продавала наркотики, людей, готовила теракты, она делала вещи намного более страшные. Она сохраняла мемы ВКонтакте. Но к этому мы еще вернемся. Все это мракобесие происходит настолько часто, что людей это уже перестает впечатлять. В России тоже есть привилегированная часть населения, которая с помощью дебильных антисоциальных законов может кошмарить нормальных граждан. Зачастую это квалифицируется как экстремизм. По этой статье только в этом месяце условку уже получил Илья Мэдисон. Завели уголовное дело против студента из Барнаула за вот эту вот картинку, да. Какой-то мудак с НТВ попросил на экстремизм проверить Данилу Поперечного. И почему я так возмущен всей этой ситуацией? А дело в том, что интернет — это то место, понимаете, где мы можем высказываться, где можно шутить, где можно так или иначе делать какой-то контент. Понятно, что нельзя перешагивать какие-то правила, но, опять же, картинка какая-то со смешной надписью, которая не изображает какие-то там расчлененки, которая не изображает какие-то плохие действия, какие-то ужасные сцены насилия или, может быть, еще чего-то. Или видео, в которых я говорю о том, что весь интернет страдает от некоторых принятых правительством решений. А за такие вещи не должен страдать, и никто не должен получать никакие наказания. Ну, максимум может быть штраф. А к таким вещам просто абсурдно придираться, ведь у всех есть свое мнение. Каждый может высказываться. В этом суть интернета, что кто-то написал такой-то комментарий, кто-то написал такой-то, кто-то написал одну, например, научную работу, а другой ее разоблачил, кто-то вот написал такую статью, а третий написал другую и сказал, что вот эта статья неправильна, у меня есть источники, понимаете, как бы в споре рождается истина, и если не интернет, то какое место вообще подходит для этого лучше всего? Неужели мы должны действовать четко по правилам, писать нужные комментарии, делать четкие ролики, например, с рекламой парка Горького, рассказывать там о каких-то выборах и не говорить о вещах, которые, по сути, затрудняют работу YouTube-блогеров, а YouTube-блогеры это, как правило, как СМИ уже, можно сказать. Если им что-то мешает, если их мнение ограничивают, если еще что-то происходит, если даже обычного человека ограничивают выложить картинку какую-то на личную страницу, опять же, если эта картинка не нарушает уж совсем каких-то, да, моральных там ценностей, ну, блин, общепринятых моральных ценностей, то этого просто не должно быть, просто абсурд. И я переживаю за свободный интернет, я переживаю за вас, подписчики. Завтра вы напишете, что вот с тем-то, тем-то не согласны, потому что вот вам кажется, что у вас такая вот позиция, и вы вот думаете, что так правильней, а к вам придут, просто возьмут ваш ПК, посмотрят, что вы там это написали, и вы просто поедете в тюрьму. Это неправильно. Эти люди, которые размещали картинки, которые пишут что-то у себя на страничке, которые делают ролики, может быть, с каким-то другим мнением, это не какие-то преступники, понимаете? А особенно это неправильно, когда мы узнаем, что оба эти человека, которые были осуждены за картинку, они из Барнаула. И дело в том, что донос на них написали 2 подруги, которые учатся, по-моему, там тоже на какие-то в стиле там права человека, уголовные дела и всякое вот такое. Ну, то есть, понимаете, это те женщины, те девушки, которые должны будут нас защищать в дальнейшем, а они делают себе карьеру на том, что просто находят вот таких вот жертв, чтобы сделать себе, не знаю, какой-то план выполненных работ на обычных людях, которые вообще безобидны, которые завтра могли стать новым Илоном Маском, которые завтра могли начать разрабатывать игру, не знаю, написать книгу, создать сайт, сделать что-то интересное, помогать людям, отучиться где-то, а теперь они не могут ни учиться, ни работать, у них нет денег, у них нет средств, у них счета заблокированы, понимаете, список
список, в который их занесли, он обрубает все привилегии обычного человека, то есть ты не можешь даже там хранить какие-то большие средства, ты не можешь даже маленькие-то средства хранить на своей карте. И что это вообще за жизнь? И почему такое жесткое наказание? Почему такого же наказания нет к людям, которые сбивают людей просто на пешеходных переходах? Почему нет таких наказаний к реально большим преступникам, которые творят просто полную дичь? И почему такое большое внимание к интернету? Мне здесь тоже непонятно. Я надеюсь, что и другие ютуберы будут об этом рассказывать, тем более, как мы видим, интернет-пространство и вообще вот какая-то виртуальная, скажем так, наша с вами реальность, она сейчас под большим контролем. Вот читал буквально несколько минут назад новость, что за GPS-трекер женщину хотят посадить. Она то ли его нашла, то ли еще что-то. К ней потом пришли и говорят, а вот у вас устройство шпионов. То есть, черт возьми, вообще вы просто вдумайтесь в это. К ней пришли и сказали, это шпионское устройство, вы, блин, шпион. Она просто женщина, которая нашла какую-то то ли коробочку, то ли что-то, и думала, что, может быть, какому-то хозяину передаст, хотела найти хозяина. Причем эта коробочка, она вроде была какая-то такая, ну, абсолютно не шпионского вида, там была кнопка SOS, еще что-то. Ну, короче говоря, вот ты читаешь эти новости про интернет, ты читаешь эти новости про какие-то вот такие вот GPS-трекеры, и ты просто в шоке. Ты видишь, что собирают самых обычных нормальных людей, которые как раз-таки здравомыслящие, которые мыслят с юморком, которые, не знаю, которые просто такие, как мы с вами, и их пытаются обвинить в чем-то, причем не просто, чтобы они заплатили там 1000 рублей, да, а делают так, что потом у этих людей жизни сломаны. Когда тебя обвиняют там в шпионаже, когда тебя обвиняют в терроризме, это же очень серьезно. Нельзя просто так обвинять за картинку, тем более, это просто абсурд, у меня это не укладывается в голове, и я надеюсь, что вы поддержите меня в комментариях, напишите, мы вместе будем следить за делом Марии, который сегодня судят. Надеюсь, что все будет хорошо, и пожелайте мне удачи, потому что, честно говоря, не хочу пока рассказывать на широкую публику, но я сейчас испытываю тоже некоторые проблемы, связанные вот с очень похожей ситуацией, со своей деятельностью, со своими видео. И это вообще неприятно. Я никогда не думал, что меня это коснется. Ладно, спасибо, чуваки, за просмотр. С вами был Пазл. Всего крутого вам. Будьте на связи, следите за роликами. Они будут выходить также стабильно. Я хоть, может быть, сейчас и испытываю трудности в плане записи, может, где-то будет хуже звук, но, тем не менее, я стабильности своих роликов никогда не буду изменять. То есть они у меня будут выходить стабильно и постоянно. Всем счастливо и будьте осторожны. Теперь в России интернет — это очень опасное место. Всегда нужно быть здесь очень аккуратным. Пока.